Привет, друзья! Мы с вами на третьей части, она же будет заключительной по верстке главной страницы магазина мебели. Осталось буквально пару блоков, и мы закончим полностью нашу главную страницу. Уверен, что данный урок будет не менее полезен, чем предыдущие, поэтому всем рекомендую обязательно досмотреть его до конца. Ну а мы начинаем. Остается два блока и подвал. В целом этот блок похож на предыдущий, но есть небольшие изменения. Мы видим наш любимый верхний блок Top Header, в котором есть заголовок и текст. И ниже мы видим какие-то пункты с изображениями. Давайте разберем один из них. В нем есть изображение, в нем есть заголовок и текст. Но еще в самом низу картинки нумерация нашего пункта, нашего подблока. Так, анализ произведен. Будем переносить это в код. Как же нам его назвать? Section class how it works. How works. Можно так. Добавим ограничивающий контейнер. Добавим наш блок. Он всегда рядом. Это удобно. Внесем небольшие поправки. Так, подровняем. И перенесем заголовок и текст. Добавим новый блок. Body, в котором будут свои айтемы. Item how works. В каждом item будет свое изображение. Внутри можем сразу добавить нумерацию через span. Number. Изображение. AMG. Попробуем перенести изображение. Так. How works. Первое. Попробуем найти второе. Вот оно. Второе. И третье. Отлично. Так. AMG. How works. Первое. Под изображением и нумерацией у нас идет заголовок H4 и текст. Параграф. Можем сделать это отдельно и объединить в body, либо в контент. Контент пусть будет.
Так, хорошо. И делаем то же самое с другими. Второе изображение, второй номер, заголовок и текст такой же. В принципе, можно было не менять. Третье и заголовок. Супер. Теперь остается только скопировать, добавить комментарий и вставить наши блоки. Так. Отступ вниз мы видим огроменный, очень большой. Ну, давайте сделаем все по макету. 197 пикселей. Берем ненужные. Топ хедер. Единственное, мы не сделали переход. Сейчас это подправим. Fireworks. Топ. Fireworks. Оп. Отступ 50 пикселей. Сделаем body также display grid. 3 блока одинаковых. В них контейнер также 1145 пикселей. Отступ 20. Так, посмотрим, что получается. Угу. Не можем найти только одну картинку, третью. Потому что мы задали ей 4. Почему-то, не знаю почему. Но ничего. Так. Попробуем немножко изменить нашу конструкцию. Image. Угу. Пробуем сделать его не position absolute. Все закомментируем. Добавим сразу фон. Так. Ага. Border радиус 50%. 60 на 60. М, 60 пикселей. Так. Угу. Угу. Выровняем по центру нашу цифру. Так. И теперь мы для нее можем задать уже какой-нибудь псевдоэлемент. Минус 1. Z-индекс 1. Так.
Странно, почему мы не видим наш блок. Так, хорошо, попробуем еще один вариант. Мы не сдаемся. Я уверен, что у нас получится. План. Так, div number. Мгм. Попробуем просто указать. Так, так, так. Поменяем. Угу. 90 на 90. И 60 на 60. 60 на 60 мы видим. Так. Угу. И попробуем приподнять его вверх. Посмотреть, что у нас получается. Все отлично. Все отлично получается. Ну, добавим еще повыше. Примерно на 44 пикселя. Так. И теперь то же самое мы можем сделать с другими. Единственное, посмотрим при адаптиве. Да, у нас все будет по центру. Отлично. Так. Угу. Три. Три. Прекрасно. Теперь мы стилизуем заголовок и текст. Они у нас расположены по центру, поэтому смело добавляем текст Align Center. 10 пикселей отступ. 24 пикселя размер. Так, line height еще принесем. Угу. Чуть-чуть больше текста тут помещается, как мы видим. Но я думаю, это не беда, это никакая не катастрофа. Если чуть-чуть увеличить ограничивающий контейнер, то у нас все поместится. Так как по макету. Вот 1177, к примеру, мы делаем. И видим, что все помещается так же, как в макете. Я предлагаю ставить как есть и перейти к адаптиву. Еще момент с отступом.
66 пикселей от изображения. Так. Но у нас здесь немного другая структура, и поэтому 30 пикселей от изображения. Попробуем так. Так, хорошо. Я бы даже сказал отлично. И не забудем еще про border radius. Сейчас попробуем его найти. Десять пикселей. 10 пикселей. Теперь можем перейти к адаптиву. До планшета все идеально практически. Даже можем идти смело дальше. Но все-таки давайте чуть-чуть уменьшим наше изображение как раз на планшете. Можем также 350 задать, как и предыдущим. Будет неплохо. Так. На мобильной версии пробуем также 280. Угу. Немного поменяем размер наших заголовков. Вместо 24 поставим 22 пикселя. 22. Так. И до 600 мы также, в принципе, можем дойти. С горем пополам, но можем. Повторим нашу структуру выше. Угу. Боди на 600. How works body. Так, перенесли. И также на мобильном переносим все в одну колонку. Угу. Вот. Прекрасно. Все прекрасно получается. Отступ с верхнего блока мы также уменьшим. Топ. How works top. Тридцать. Так. Смотрим. Почему-то не применился. Значит, мы что-то написали не так. How works top. Кажется, все верно. How works top. Ага, мы забыли запятую. Все, теперь все отлично. И здесь мы уберем этот огроменный отступ. На мобильной версии не будем мучить пользователей.
хотя бы 70 пикселей. И чуть выше тоже мы сделаем поменьше. Не 70, но 100 достаточно. Так, мы уже на финишной прямой. Остается совсем немного. Небольшой блок. Я считаю, что его можно отнести уже и в футер. Но я не уверен на 100%, что есть такой же блок на других страницах. Поэтому честно говоря, в раздумьях я. Все-таки давайте перенесем это в футер на наш риск и страх. Проанализируем его. Он у нас будет состоять из верхней части и нижней. Верхняя часть по центру, заголовок, текст и форма. Форма состоит из инпута поля ввода и кнопки отправки на сервер. Нижняя часть состоит из контента и правой части с картинками. Контент состоит из заголовка, текста, и тут, по идее, должны быть ссылки, но в нашем случае их нет. Только заголовок. Правая часть из заголовка и картинка. 4 штуки. Давайте перенесем это все дело в наш код. В футере создадим ограничивающий контейнер. В нем добавим верхнюю часть. Ага, так. Момент с нашим фоном. Как нам лучше поступить? Мы можем добавить футер топ без ограничивающего контейнера и футер bottom. И уже в нижнем блоке добавить 2 контейнера. Мы можем спокойно. Нам ничего это не помешает это сделать. Так, в верхнем блоке создадим body, в котором разместим заголовок h2, текст топ и форму. Footer form. В нашей форме у нас будет input класс input и, соответственно, кнопка отправки type submit. btn. Так, перенесем контент. Placeholder также не забудем для инпута добавить. Submit. Верхняя часть готова. В нижней footer content. Можем также footer body bottom
footer content, перейти в отдельный класс. Content footer title. Они одинаковые, это хорошо. Content footer текст. И еще один заголовок. Так, левая часть у нас готова. Тут также будет заголовок. Мгм. Напишем right, правая часть, right bottom. В нем title footer можем вынести в отдельный класс. h2 footer bottom title. Title footer. И остаются только картиночки. Images. Так. Добавим папку footer. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Можем сделать это как список, почему бы и нет. Тут скорее так и есть. Footer item. И внутри item изображение. Footer. Два, три, четыре. 2, 3, 4. И теперь все это переносим в стиле. Угу. Поднимемся выше. Footer. Так, много получилось, но ничего страшного. Footer топ. Background. Footer bottom. Свой бэкграунд должен быть. Так, хорошо. Footer топ 60 пикселей сверху и 60 снизу. По бокам, скорее всего, тоже что-то есть, но мы с помощью контейнера это добавим. Так, заголовок 32. Отступ 10. Текст line center. Отступ 10. Текст 20. И line height. От текста вниз 50 пикселей. Посмотрим, что получается. Так. И ограничим по ширине текст 514 пикселей. Выровняем по центру.
Для формы 25 пикселей. 25. Так. Размер 16. Фон похоже на белый, да. Это он. Ага. Для плейсхолдера укажем цвет и opacity 0,3. Попробуем так сделать. Отлично. Можем убрать outline при наведении. Это на вкус, как говорится. Я обычно стараюсь убирать. Для кнопки 27-44 пикселя. Паддинг 27 пикселей, 44 пикселя. Так, цвет белый. Primary color. Еще и border. Так, хорошо. Color. Так. Ага. Ну, высота у нас будет одинаковая, 70 пикселей. Поэтому сверху, наверное, поменьше сделаем. 70 пикселей. 70 пикселей. Так. Соединим. Угу. Ага, и еще бордер для инпута. Тут скорее он для всей формы указан. Попробуем его задать для формы. И тут убрать. Вернее, не тут. Вот тут. Так. И 486 пикселей. Угу. Для инпута на всю ширину. И видим, что все, в принципе, в соответствии с макетом. Единственное, все-таки кнопки нам бордер не помешал бы. Так. И бордер радиус для формы 3 пикселя. Если я его не задал. Задал. Угу. Угу. Так. Так. Так, в принципе, все неплохо. Единственное, вот этот момент поправить бы еще. Ну ладно, FP 700. Font size 16 пикселей. Угу. 3 пикселя, 3 пикселя для инпута.
Да, можем немного увеличить, и проблема уйдет сама собой. Так, отлично. Теперь перейдем к нижней части. Сделаем флекс контейнером. Column gap 23. Title footer. Он у нас одинаковый. Size 24. Так, 34. Но не везде, а только в местах, в которых после заголовка идут какие-то элементы. 34 пикселя. 23 пикселя. Так, текст. 16. И вот тут вниз 21. 400 мы зададим для левой части. Так. Для изображений зададим, попробуем задать display grid. Height 185 пикселей. И расстояние между ними 21 пиксель. Смотрим, что у нас получилось. Так, не совсем то, что планировалось. Вот, потому что мы не туда добавили. Так, сверху 49, снизу 89. Угу. 49, 89. Так, прекрасно, мне кажется, очень даже похоже. И теперь давайте посмотрим, что у нас на адаптиве получится еще. Я думаю, с формой и с верхним блоком не будет никаких проблем. А вот с нижним до планшета мы дотягиваем. И дальше уже у нас потяжелее будет. Поэтому делаем 3 колонки. Row gap 25 пикселей. Так. Дальше. На мобильном переходим в 2 колонки. Так. До 600 мы сможем дотянуть? В принципе, сможем. Можно чуть-чуть уменьшить высоту. Еще до 300. До 300. Так. Так, это что-то не то.
Ну, я помню, что был footer item img, а вот высоту я не помню. 185, 150 пикселей. Так, и дойдем как раз до 600. И потом нижний блок мы полностью перестраиваем в одну колонку. Так, где же он, где же он? Контент. Вот он. Так. Flex Direction Column. Либо это все-таки не то. Body Bottom. Ага. Это то, но не там. Вот. Вот, вот, вот. Угу. И еще зададим один медиа запрос. Min-width, в котором укажем размер flex контейнера нашего. Сейчас мы его найдем. Вот он. Flex Content. Угу. Ставим. И тут на 600. Так, на 600. Подождите-ка. Чуть-чуть не то, чуть-чуть не туда. Вот, 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 вот. 600. Row gap 30 пикселей. Я думаю, этого достаточно будет. Так. И на телефоне все неплохо выглядит. Единственное, поменяем еще отступ немножко. Отступ снизу слишком большой. Так, футер ботом. Паддинг 49. Этого вполне достаточно. Отступ от заголовка также сделаем меньше. 34, но это тоже очень много. Поставим 25. Даже 25 много. 20. Вот. Хорошо. Наша форма, как видите, хорошо адаптируется. Без лишних каких-то проблем. При желании можно уменьшить шрифт. Footer title. Так. 32 мы сделаем 28 пикселей. Вот. И сам текст 18. Так. Еще добавим, вернее, поменяем отступ от текст топ. Он у нас 50. А мы сделаем его 35. Вот. Так. Очень даже неплохо все выглядит. Итак, вот мы с вами и сверстали всю страницу нашего интернет-магазина. Большущий респект тем, кто досмотрел все части нашей верстки и вместе со мной попутно верстал.
Я уверен, что это для вас было очень полезно. Если это действительно так, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео, либо если что-то было непонятно для вас, также пишите, все постараюсь прояснить и разъяснить. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в новых видео.